Чтобы приготовить вкусный домашний картофель в аэрогриле, я буду пробовать готовить картофель тремя разными способами и поделюсь с вами результатами, какой же из способов самый вкусный и лучший. А также я поделюсь тремя основными правилами, которым нужно следовать, чтобы картофель получился наиболее вкусный в аэрогриле. В этом видео мы не будем готовить картофель из заморозки. Поехали! Первый способ самый обычный и стандартный, мне кажется, именно так готовят в основном люди картофель фри в аэрогриле. Я люблю покупать уже мытый картофель, и если лень чистить кожуру, то я просто хорошо мою, тру его вот такой специальной щеткой, но это не обязательно, отрезаю плохие участки и просто нарезаю на соломку. Мне кажется, с кожурой, если она очищена, картофель фри гораздо вкуснее. Сначала нарезаю вдоль на кружочки картофель и потом на тонкую соломку по сантиметру максимально, лучше даже еще тоньше. У меня чаша аэрогриля 6,4 литра и также 2 тена. Как видите, картофеля у меня много, килограмм 200 грамм, это довольно много даже для такой чаши. Чем меньше картофеля вы погружаете в вашу чашу, тем лучше он пропечется и будет более хрустящий, а не такой влажный, как бы пропаренный. К картофелю добавляю немножко масла в спрее, это либо оливковое масло в основном у меня, либо масло авокадо. Хорошо перемешиваю руками, и соль я не добавляю, также и никакие другие специи. Заметила, что если добавлять соль, получается картофель более влажный. Ставлю базовую программу, картофель фри, у меня это 195 градусов, 20 минут. Я люблю ставить такую же температуру и чуть больше времени, примерно 25-30 минут. Несколько раз картофель нужно перемешать силиконовой лопаткой. Помешиваю примерно 3 раза в течение всего этого времени. Соль я обычно добавляю в середине процесса или же в самом конце. Такую крупную соль, мне кажется, так вкуснее всего. И в конце смотрю, если картофель горит, то я ставлю чуть меньше температуру, 180 градусов, и добавляю там каждый раз еще 5 минут. В общей сложности я никогда не готовила картофель такого объема больше, чем полчаса. Он всегда приготавливается. Картофель готовится очень просто, быстро и всегда получается вкусным. Подавать его, конечно, нужно вот прямо с пылу с жару, тогда будет еще вкуснее. Если мне лень нарезать картофель, то я просто его мою, чищу щеткой, важно хорошо обсушить. И да, я для этого использую чистое полотенце, можно использовать какую-то тряпочку или бумажное полотенце, но вам понадобится много бумажных полотенец, потому что картофель должен быть действительно прям сухой. И если мне лень резать на соломку, я просто нарезаю на тонкие кружочки. И картофель я кладу меньше, чтобы подтвердить теорию того, что картофель так получается более равномерно прожарен, он получается более сухой, не такой водянистый и более вкусный. Сбрызгиваю немного маслом в спрее. И вы, наверное, уже заметили, что когда я готовлю картофель, я не использую бумагу, просто кладу на решетку. Мне кажется, это существенный фактор и один из советов. Обязательно готовьте картофель, не используя никакую бумагу. По моим наблюдениям, так он получается более хрустящим и не водянистым. Ставлю чуть побольше здесь температуру, потому что картофель уже крупный. Ставлю 200 градусов 30 минут. На 200 градусах готовлю примерно первые 15 минут. Все так же несколько раз перемешиваю, и потом температуру можно снизить до 190 градусов, если вы видите, что картофель горит. Меня устраивает такая корочка, температуру я не снижала. Лишь в конце уже в блюде добавляю соль. Хорошо перемешиваю. Второй совет – это, конечно же, кладем меньше картофеля, и в этом примере это очень наглядно видно. Мне такой вариант очень понравился, потому что он готовится еще без заморочек. Не нужно долго стоять и резать эту пресловутую соломку. Второй способ приготовления картофеля в аэрогриле, предварительно подержав его в кипятке. Показываю вам, что картофель в неочищенном виде у меня примерно килограмм. То есть если я его очищу, что я буду делать именно в данном методе, то картофеля будет меньше, примерно 900 грамм. Это, мне кажется, такой идеальный объем для моей чаши. То есть вот можно меньше, но больше уже сложнее ему приготовиться, он получается более мокрый. Берите это на заметку. Нарезаю на тонкую соломку, как если это был бы покупной картофель фри из заморозки или из Макдональдса. И способ здесь заключается в следующем. Картофель мы заливаем примерно на 20 минут кипяченой горячей водой. Потом, конечно же, обсушиваем его насухо. Я слила горячую воду и обсушиваю чистым полотенцем.
Почему-то многих это очень удивило, хотя я не представляю, чем еще можно вытереть насухо картофель. Если я буду использовать бумажные полотенца, то мне очень много их потребуется. Картофель кладу в аэрогриль, и я его совсем ничем не смазываю, никакого масла не добавляю, также не добавляю соль. Ставлю все тот же режим картофель фри, 195 градусов, и поставлю 10 минут. Так будет проще уследить момент, когда нужно добавить масло. Дам немного картофеля приготовиться, схватиться, только потом добавлю немного масла и все специи. Примерно чайную ложку соли, сушеный чеснок, немного сладкой паприки для цвета и немного прованских или итальянских трав. Если вам не нравится, не добавляйте, или можно добавить, например, просто орегано. Хорошо перемешиваю и отправляю в аэрогриль. Ставлю опять 195 градусов, всю ту же программу картофель фри 10 минут. В общей сложности опять у меня готовится примерно 20 минут. В конце я оцениваю, если картофель не совсем готов, есть сырые кусочки, то добавляю еще 5 минут. В середине, конечно же, несколько раз встряхиваю, мешаю. Вот так выглядит картофель. Очень аппетитно за счет того, что мы сначала картофель заливали кипяченой водой. Мне многие писали, что отваривают сначала немного картофель. Для меня проще вскипятить чайник и залить водой. Картофель получается вкусный с минимум масла. Главное его есть сразу, не давайте ему остыть, не разогревайте потом, не оставляйте на следующий день. Так картофель из аэрогриля теряет свой вкус и становится действительно невкусным. В конце, если необходимо, добавляю еще немного соли. Хорошая альтернатива вредному картофелю фри во фритюре. И последний способ покажу на примере батата, сладкого картофеля. Рецепт старый, он был на моем канале, но для этого видео он идеально подходит. Метод заключается в том, что мы заливаем напротив не кипятком, а холодной водой. Мы вымачиваем картофель в холодной воде. По этому методу можно приготовить и обычный картофель. Я же буду готовить сладкий батат. Тут у меня 3 больших батата, но это многовато для корзины, поэтому примерно 2 больших батата подойдет. Мою его, очищаю при помощи овощечистки, нарезаю на кружочки по сантиметру и потом каждый кружочек на соломку. Заливаем холодной водой и оставляем примерно на полчаса. Картофель необходимо также насухо обсушить. Используйте для этого любую ткань или бумажное полотенце, если вам так удобней. Поскольку сам картофель сладкий, он для меня больше подходит для выпечки. Идеально им заменять тыкву. Есть такие рецепты в плейлисте «Выпечка». Добавляем немного оливкового масла, специи, соль, перец. Именно сладкий картофель более полезен в качестве домашнего картофеля фри, нежели обычный картофель, поэтому иногда готовлю и такой. Но мои дети не очень любят такой привкус сладкой картошки, поэтому идеально подойдет сюда как раз копченая паприка и сушеный чеснок, они немного нейтрализуют сладкий привкус. Примерно на килограмм картофеля добавляем 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Все хорошо перемешиваем, стараемся сделать так, чтобы крахмал покрыл каждый кусочек равномерно. Можно попробовать добавить и картофельный крахмал, если у вас нет кукурузного. Если мы добавляем кукурузный крахмал, то это дает именно ту идеальную хрустящую корочку снаружи, которую все так хотят. У меня вот тут показан еще старый аэрогриль, здесь 1 тен, но температура и время примерно такое же. Это базовая программа аэрогриля. 190-195 градусов 20 минут. Чуть больше, может быть, потребуется, если картофель не до конца готов. Несколько раз я перемешиваю, картофель получается именно хрустящий там, где был крахмал. Поэтому старайтесь добавлять крахмал равномерно, чтобы он покрывал каждый кусочек. В конце я еще люблю добавлять крупную соль, чтобы она прям ощущалась во рту. Мне кажется, очень-очень вкусно. Ну и сделаем такую ресторанную подачу. Если у вас есть решетка, как в ресторанах, то будет отлично. Я использую обычный стакан, кладу туда кусочек пергаментной бумаги. И вот так можно подавать красиво картофель. Сверху, кстати, горячий картофель можно присыпать сыром твердым, немного подогреть, и будет очень-очень вкусно. Заключение в этом видео: какой же из методов оказался самым лучшим? Как по мне, они все плюс-минус по вкусу более или менее похожи, как ни странно, хотя готовили мы все немного по-разному. Я выбираю способ самый первый, самый простой, где просто картофель
нигде не замачивается, режется либо на кружочки, либо на соломку, и добавляется совсем чуть-чуть масла. Соль уже добавляю в конце. Мне кажется, это самый простой, но и самый такой вкусный рецепт. Обобщу и повторю еще раз 3 совета для того, чтобы картофель получился наиболее вкусным. Первое – это не нагромождать корзину, класть довольно мало картофеля и периодически его перемешивать. Второе. Обязательно готовьте картофель, не используя никакую бумагу. По моим наблюдениям, так он получается более хрустящим и не водянистым. И третий совет. Добавлять соль в конце или в середине, но никак не в начале. Из-за соли картофель выпускает больше влаги и становится такой водянистый. Напишите в комментариях, какой из методов для вас оказался новым. Напишите, как вы готовите картофель фри, получается ли он у вас вкусным. Будет очень интересно почитать. А мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока, до скорых встреч!